Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 24 ноября, пятница. Сегодня я записываю промежуточный выпуск. Сразу хочу напомнить, что в описании к этому ролику есть ссылка на наш Patreon, где я отвечаю на все вопросы. Можете перейти по ссылке, подписаться, задать свой вопрос, ну, либо прослушать прошлые выпуски, где я отвечаю на вопросы, либо послушать свежий выпуск, опять-таки с ответами на вопросы. Подписывайтесь на наш Patreon. Также хочу напомнить, что в комментариях к этому выпуску вы можете оставить свои вопросы. Перед тем, как формулировать вопрос, ставьте слово «вопрос» или знак вопроса ставьте. И завтра я отвечу на те вопросы, которые вы оставили у нас в комментариях. Так, теперь перейдем теперь к темам. Ну, темы самые обширные. Саммит АДКБ. АДКБ — умирающая организация, уверен, все наши зрители и слушатели об этом знают. Это вообще абсолютно не секрет. АДКБ погибает по разным причинам. Прежде всего, агрессия нынешнего российского руководства против Украины. Та война, которую развязал покойный Путин, сейчас поддерживает нынешнее российское руководство, ну, поддерживает в плане того, что не прекращает. Мы слышим заявления от двойника президента в последнее время, ну, мы к этому еще перейдем, я имею в виду к предложению перейти к переговорам о мире, от этих предложений якобы нынешнее российское руководство никогда не отказывалось, ну, это, конечно, чушь. Но, тем не менее. АДКБ. Армения проигнорировала саммит. Ожидаемо, понятно, в скором времени Армения покинет АДКБ. Несмотря на то, что и Казахстан в лице Касым-Джомарта Токаева, и Армения в лице премьер-министра Никола Пашиняна, там даже, по-моему, не сам Пашинян, ну и сам Пашинян тоже говорит, что пока не на повестке дня выход из АДКБ. И министр иностранных дел Армении недавно заявил, что на данный момент не обсуждается выход из АДКБ. Ну, здесь стоит опять-таки сделать замечание, что эти слова говорятся с некоторым такой отсрочкой, да, говорится, что это на данный момент такого решения нет. Ну, момент данный, его нет. Мы с вами это прекрасно понимаем. Здесь игра слов. И в скором времени нет никаких сомнений, никаких абсолютно сомнений нет, Армения АДКБ покинет. Я понимаю, что немножко переформатировать надо векторы внешнеполитические для Армении. Надо найти защитников в лице крупных западных стран. Для этого подойдет и Франция, для этого подойдет и США, для этого подойдет Германия, для этого подойдет еще ряд стран. Армения активно ведет переговоры. Недавнее предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что Армении стоит дружить с Турцией и с Азербайджаном, как со странами, которые находятся в этом регионе. Ну, это такое, конечно, больше похоже, с одной стороны, на троллинг, а с другой стороны, совсем недавно азербайджанская сторона заявила, что никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией нет. Посмотрим, как будут развиваться события. Я уверен в том, что в ближайшее время Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, и в этом плане все будет в порядке. Возможно, будут какие-то задержки или будут какие-то проволочки, но уже и Армения и Азербайджан стали на путь примирения и на путь подписания мирного договора. Что касается АДКБ. Скоро АДКБ все. Этот саммит практически ничего не значит. Мы видим, что человек, похожий на президента России Владимира Путина, ничего, собственно, на этом саммите значимого не предложил. Понятно, что он выступал от лица нынешнего российского руководства, от лица нынешнего руководителя России, который также присутствовал на саммите, Николая Патрушева. Но никаких знаковых событий
за исключением тех переговоров, которые проводил за кулисами этого саммита сам Патрушев, за исключением того, что, опять-таки, для Патрушева важно, чтобы, если это будет транзит власти к его сыну, чтобы от ДКБ, по крайней мере, продержалось какое-то время после прихода к власти его сына. Ну, здесь разные могут быть позиции. Вполне возможно, даже стоило бы Патрушеву напрячься по поводу того, чтобы АДКБ развалился до того, как придет его сын. Тогда можно было бы свернуть все на предшественника. Посмотрим. Что касается внеочередного саммита G20, в котором не принимали участие Джо Байден и Си Цзиньпинь, зато принял участие человек, похожий на президента России Владимира Путина. Стоит опять-таки отметить то, что двойник предлагает опять-таки заключить какие-то мирные соглашения, ну, либо что-то типа этого. Тут там особо не формулируют. Я вам скажу больше. Я вам скажу, даже сам Патрушев на сегодняшний день еще четко не понимает, чего именно он хочет, каких именно, или мирный договор, или мирное соглашение, или перемирие. Он понимает, опять-таки практически однозначно, что принимать воюющую страну новому президенту будет очень тяжело. Если новым президентом будет его сын, это будет невероятно тяжело выпутаться из этих проблем. Будет очень сложно. Ну, понятно, да, что воюющая страна под санкциями — это не самый большой подарок. Что касается решения о том, будет ли его сын преемником, пока решения четкого нет. Мнения в окружении Патрушева разделились. Есть группа людей, которые категорически против того, чтобы Патрушев узурпировал власть. Но мы с вами понимаем, да, что одно дело двойник, который является куклой, понятное дело. Да, понятно, им руководят, но тем не менее консенсус вокруг этого существует. Консенсуса вокруг сына Патрушева пока нет. И, честно говоря, чем ближе к декабрю, тем менее вероятным кажется, что такой консенсус сможет быть. Посмотрим. Тем более, что еще недавно Патрушеву удавалось выходить на какие-то значимые результаты в таких кулуарных переговорах. Сейчас немножко откатилось. Больше похоже на качели эти переговоры, когда с одной стороны кажется, что вроде бы начинают договариваться, потом опять откат. Все это, конечно, обусловлено тем, что элиты не действуют в одном направлении. Понятно, что интересы у них довольно-таки разношерстны. У каждого свое представление о том, какой должна быть Россия будущего. Это не та прекрасная Россия, о которой мы говорим. Это та Россия, которая будет загнивать при нынешней власти. Понятно, что эта власть, еще раз повторяю, продержится недолго, но тем не менее мы сейчас обсуждаем планы именно людей, которые находятся у власти в нынешней России. Так, теперь перейдем еще немного к бывшей сожительнице покойного президента Владимира Путина. Вернее, сказать, бывшая сожительница тоже довольно сложно, потому что она до сих пор соседствует на одном, скажем так, делит жилплощадь с покойным президентом России Владимиром Путиным, который находится на территории резиденции на Валдае. Поэтому здесь двоякое восприятие, когда, может быть, двояко воспринято, когда говорят, что бывшая сожительница. Ну, то, что Кабаева находится под домашним арестом, мы говорили фактически под домашним арестом. И, конечно, это положение ее привело к нервному срыву. Мы об этом говорили у нас сегодня в телеграм-канале «Генерал СВР». Был нервный срыв у Кабаевой. Можно понять. Опять-таки, раньше была как полуимператрица, была со всеми почестями, а теперь как, не хочу даже говорить кто, но тем не менее, свобода ее очень сильно ограничена. Нервный срыв закончился тем, что с ней пообщался психолог из ФСО, пообещав послабление ее режима, пообещав то, что она сможет общаться с родными и близкими. Здесь имеется в виду не только родственники, но и друзья. Слабое успокоение, тем более
будем смотреть, как будут реализованы эти обещания. Я думаю, что здесь тоже не все так просто. Так, мы с вами уже 10 минут в эфире. Напомню, что промежуточные ролики у нас от 10 до 12 минут. Хочу напомнить вам, что в описании к этому ролику есть ссылка на наш Patreon. Переходите, подписывайтесь в Патреоне и отвечаю на все вопросы. Также в комментариях к этому ролику можете оставить свои вопросы, и я на самые популярные из них отвечу уже завтра. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.